Доброго всем времени суток. Сегодня будем вскрывать двигатель 412-го москвича 73-го года выпуска. Причина, значит, стук в двигателе, и подозрение пало на что лопнула пружина клапанная, и просто-напросто поршень с клапаном встречаются и колотят друг по другу. Стук, потому что появляется только при 2000 оборотах, это на горячую, на холодную чуть раньше, где-то 1600-1700 оборотов. Потом, прогреваясь, доходит до 2. Ездить можно помаленьку, но чревато последствиями и дорогим ремонтом. Здесь мы можем заменить только одну пружину. Вот, а так можно разбить поршневую, загнуть клапан, и это уже будет намного дороже. Так, сейчас попробую завести, чтобы вы послушали, как он стучит. Год выпуска 73-й. Здесь еще панель железная. Динамик находился здесь, но я его убрал, так как для меня звук в машине все-таки что-то значит. Это раньше было такое. На спидометре здесь не видно. Всего пока 600 километров спидометр пошел по новому кругу, уже неизвестно какому. Так. В карбике нет бензина. Нет бензина, снят бензонасос. Бензонасос здесь стоял электрический. Друг, товарищ, пока машина сломанная, попросил у меня бензонасос. Бензонасос здесь стоял низкого давления. В этом месте, значит, вот идет фильтр, как раз через фильтр, это вазовский фильтр. Через фильтр уже шло карбюратор. Здесь стоял насос. Я снял фильтр, перевернул его вот так, выкатил, с него слился наш карбюратор. Сейчас попробуем завести. Так, вот мы завели. И при увеличении оборотов происходит стук. Здесь, возможно, и не слышу, но мне четко слышен стук, исходящий из головы. На 2000 оборотах. Вот уже все. Значит, что сейчас будем делать? Сейчас будем сливать тосол. Для этого здесь есть кран. Вот этот кран. Значит, и будем снимать карбюратор, отсоединять патрубки. Также у нас сопливит радиатор в нескольких местах. Сразу заодно его снимем, прочистим, опрессуем и посмотрим, где, если бежит, пропаяем. Значит, и будем снимать выхлопной коллектор, откручивать.
Впускной коллектор оставим. Не будем его откручивать, снимем вместе с ним. Ну вот давайте пробежимся. Я, получается, слил охлаждающую жидкость. Здесь был тосол. Слил, снял патрубок отсюда, снял патрубок и бачок расширителя, чтобы он мне не мешал. Значит, охлаждающую трубочку, вот она вниз, я ее пока убрал, она не нужна будет. Это с помпы на термостат. Значит, эту трубочку тоже я снял. Эту оставили с термостата на подогрев впускного коллектора. Дальше идем. У нас, значит, карбюратор. Карбюратор потопливный я отсоединил. Снял фильтр сверху, чтобы он мне не мешал. Можно было везде подлезть. Значит, дальше отсоединил тягу педали газа. Так, дальше у нас с этой стороны сняли проводочек. Это температура охлаждающей жидкости, идущая на панель приборов. Заземление массу с корпуса на как раз головку блока. Вот она крепится здесь. Сняли. Остальное здесь, да, вроде бы больше все трогать не будем, ничего. С другой стороны у нас снято. Открутил я все гайки с выпускного коллектора, и теперь его остается только сейчас поддеть и снять. Ну и все. Коллектор снялся. Чуть-чуть от прокладки. Слетать начали. Так, ну и все. Теперь снимаем крышку. Смотрим под ней. В каком она состоянии. Она, сразу скажу, что в очень плохом. Масло горело, и попробовал новое масло, оно не подошло. Точно не помню, как называется. Точно не помню, как называется. Но масло очень плохое. Нагар. Масло не подходит. Так, другое масло. Перед этим я пользовался Лукойл полусинтетика. 5В40 летом, 5В30 зимой. И как бы хочу сказать, что это хорошее масло. Оно подходит вот для этого двигателя. Никакого такого вот нагара страшного не было. Это масло прошло 2000. Само по себе оно светлое. А вот в головке блоков, получается, на крышке это нагар. Сейчас ее вскроем, посмотрим. Вот я разболтил крышку. Сейчас ее снимаем. Вот в таком неважном, вообще неважном состоянии крышка. Это вот нагар масляный. Ну, хотя я видел и намного хуже я видел это все. Так, здесь мы пока ничего не увидим, пока не снимем головку полностью. Значит, нам надо снять эту шестерню. Для этого снимаем боковую крышку, откручиваем болты. Два этих и два здесь вот.
снимая эту крышку, откручиваем болты на шестерни. Для этого нужно будет, чтобы у нас не было никакого смещения, мы поставим метки. Значит, на шестерню я привяжу чем-нибудь цепь, чтобы у нас не было смещения верхней и нижней. В принципе, это не критично, если даже что-то слетит, что-то это, мы все равно сможем настроить. Открутил болты крышки. Она приклеена на герметик с двух сторон здесь и по низу. Значит, ее сейчас собьем аккуратненько. Вот так вот. Здесь у нас идет натяжитель цепи, регулировка, затяжка ее. Ее не трогаем, так и оставляем, потом ее вставим, и цепь у нас натянется. Так, вот у нас натяжитель цепи. Вот так вот он получается. Так, это успокоитель. Здесь не видно сейчас. Свечу. Вот получается. Так, еще раз. Натяжитель цепи. Это успокоитель цепи. Он в нормальном состоянии. Звездочки, цепь тоже в нормальном состоянии. Сейчас отгибаем защитные эти пластиночки. Отгибаем, откручиваем 4 болта. Сейчас здесь я делаю как то, что цепь ослабла, она может слететь с нижней звездочки. Чтобы она не слетела, я беру проволочку, стягиваю ее вот здесь вот так вот в этом месте, и когда откручиваю, сняв ее с вала, я подвешиваю. То есть здесь можно, допустим, мне подвешать за радиатор, но я его буду тоже снимать для того, чтобы паять. Так что можно подвешать вот даже вот за крюк, получается, вот за этот капота под длиннейшую проволоку. Также можно вот за стопор за этот зацепить. Но это не столь уже важно. Важно, чтобы у нас цепь никуда не сместилась ни по нижней звездочке, ни по верхней звездочке, потому что верхняя звездочка одевается вот этим пазом на вал. На валу есть там. Так, да, один он получается. Но сейчас сниму и покажу. Сейчас я закрепил цепь, обмотав ее проволокой, сделав натяжку, чтобы она не слетела со звездочки, и открутил все 4 болта крепления к валу. Так, сейчас ее аккуратненько сбиваем с вала и посмотрим, как и куда она садится. Так, вот у нас мы ее сняли, и теперь убираем в эту сторону, так как у нас получается, чтобы свободно вышла звездочка натяжителя. Вот у нас получается. Ну что, садится. Выемочка такая. Разборку головки блока цилиндров
начинаем с откручивания гаек в порядке обратном сборки. Сборка головки начинается от центра к краям накрест. То есть сейчас мы начинаем откручивать с крайних накрест и к середине. Вот и разболтили. Сейчас его немного вот такой, чтобы он отклеился от прокладки, подергали. Ну и теперь будем его поднимать. Зацепил тросом. Здесь как бы болты шпильки. Трос прошел, но они выдержат, ничего их не загнет, потому что усилия небольшие. Чисто подтягивать и здесь за коллектор. Будем тянуть таким гусем самодельным, я потом о нем расскажу. Так, ну что ж, будем пробовать. Вот до конца снялся выпускной коллектор. Так, вот выходит звездочка, мы видим. Так, вот теперь нам надо отрезать прокладку старую, чтобы прошла звездочка. Она с металлической серединой. Да, с металлом. А вот она оторвалась. Так, я уберу туда в сторону. Все, и вот у нас звездочка, она свободна. Все. Все, головка сошла. Это зацепилась она прокладкой. А прокладка просто-напросто приклеилась. Поэтому чуть подзастряла. Вот так вот у нас получилось. Сейчас попробуем приподнять повыше. Вот высота подъема приличная у него. Хватило. Хорошо. Сейчас мы его откатим на стол. Такое расстояние. И это еще не до конца. Ну что, помаленечку
Поедем, покатим. Вот и все. Трос ослаб. Трос ослаб. Все, теперь можно свободно снять, вытащить и откатить. Так, посмотрим, в каком у нас состоянии цилиндры. Так, так. Вот так вот все выглядит. То есть нагар есть, но он не критичен. Этот нагар не критичен. Этот нагар не критичен. Так. Больше пока. Ну, грязи, конечно. Грязи хватает. Здесь вот. Я пока не вижу ничего. Ну, будем смотреть головку сейчас. Разбирать и смотреть.